Привет, привет, с вами Алена, и пришла ко мне вот такая вот девушка с интересной полосочкой и непонятным желтым пятнышком посередине ногтя. Ну, конечно же, это последствия травмы, и сегодня мы поговорим именно об этом. Я хочу осветить такой момент, то есть все мы, вы, короче, мастера, мы все смотрим в Инстаграме очень красивые фотографии, нанесения глубоко под кутикулу этих супер глубоких, классных, чистых маникюров, но никогда, не учитываем некоторые факторы. То есть вот не у всех есть глубокий карман. Например, как у меня. У меня, в принципе, не бывает покрытия под кутикулу. То есть не каждые руки, они, в принципе, подходят для выполнения такого сильно глубокого покрытия. И, конечно же, нужно немножко присмотреться и чуть-чуть подумать, прежде чем лезть под кутикулу туда далеко. Конечно, в этой ситуации никто не умер, и все хорошо. Вроде как сначала она говорит, я посмотрела, у меня там стало отрастать, и ноготь был немножко там зеленоватый, да, ну, видимо, была трещинка, ну, точнее, травма, да, попала там грязь, ну, видимо, как девушка молодая, иммунитет, скорее всего, просто сам умудрился с этим делом справиться, она потому что и на грибок сдала, вообще она, конечно, ответственно к этому вопросу подошла, ровно как и ее мастер, который сказал, так, я не знаю, что это такое, давай-ка иди ты к дерматологу, то есть здесь все было правильно. И опять-таки я не хочу здесь вот винить мастера, я думаю, что проблема именно в педагогах или в учителях, потому что я все чаще и чаще слышу от людей, что мне вот сказали, что нужно глубже вычищать. Ну, понятно, что тебе сказали, что нужно вычищать глубже, чтобы было там красиво и круто. Но не все пальцы под это подходят. Это всегда нужно учитывать. Всегда нужно посмотреть и проверить, мягкая ли зона лунулы. Да? Мы часто видим, что на больших пальцах вот эти лунки, белые полукруги, они могут быть больше, чем на всех остальных. И если апельсиновой палочкой осторожно прожать или промять эту зону, то есть потыкать в нее аккуратно, ключевое слово аккуратно, можно обнаружить, что ногтевая пластина там намного мягче, чем во всех остальных местах. То есть это практически кожа. Соответственно, любое механическое воздействие, подталкивание, продавливание, обработка фрезой могут совершенно иначе сказаться на состоянии ногтя в дальнейшем. Поэтому просто проверяйте, думайте, спрашивайте, работайте мозгом, в общем, это очень полезный навык по жизни, я проверяла, и то, знаете, не всегда получается. Вот. Ну, что по поводу этих ногтей хочу сказать, то, что мы все зачистили, длину убрали, и потом я решила также еще распилить вот эту трещину, потому что, ну, там тоже что-то было желтоватое, и мы решили, раз уж мы тут все зачищаем, то и трещинку тоже прочистим. Вот, прошлись перекисью, хлоргексидином, все в порядке, все промыли, вытерли. И вот сейчас распиливаю саму трещинку. Кстати говоря, для распила использую твердосплавную фрезу, шар, небольшой шарик. Чаще всего именно такие фрезы в последнее время мы используем на зачистку. Как выяснилось, форма очень удобная, благодаря тому, что это твердосплав, все получается очень быстро и без проблем. Ну и в конце алмазной чуть-чуть прочищаю саму вот эту вот борозду. В общем-то, ноготь в порядке, осталось только ждать отрастания, и нам нужно будет выяснить, насколько глубокая эта травма, будет ли ноготь дальше расти вот с такой трещиной, и его придется каждый раз склеивать полигелем или базой, либо все-таки он срастет и будет нормальный. Но тут, как говорится, время покажет. Дальше пилить не стали, уже было некомфортно, хотя очень, честно говоря, хотелось. Вот сейчас показываю Пеха Хафт, это фиксирующий эластичный бинт. Это очень прикольная штука, это, знаете, как бинтик, только его завязывать не нужно. Мне он очень нравится, я всегда им делаю дышащие повязки, чтобы не было неприятных ощущений у клиента, да, чтобы ноготь ни с чем не взаимодействовал после зачистки. Я просто наношу вот этот вот бинтик и также говорю клиенту, где его можно купить, покупаю лично я его в Магнит Косметик, то есть это у меня прям соседний дом, никаких проблем. В этот раз веселый, видите, красненький и улыбающийся пальчик у нас получился. Пока-пока!